Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. Сегодня мы поговорим про новинки парфюмерии, нишевые новинки и ароматы, которые уже давно на рынке, но я с ними не была знакома. Очень хочу с вами поделиться. И не забудьте подписаться на мой телеграм-канал Victoria Day Life. Я выкладываю все видео туда на следующий день после выхода на YouTube, либо вечером в этот же день. Это только обосновано стратегическим развитием канала на YouTube, потому что все-таки он первостепенный, потому что он монетизируется, поэтому я все-таки сначала выкладываю сюда. Прошу понять. Не забывайте подписаться на этот канал. Это очень важно сейчас для продвижения, да, потому что сейчас сложное время на YouTube, да, и поэтому очень нужна ваша поддержка. У многих блогеров падает мотивация, мы общаемся, да, и правда очень заметно упали просмотры, соответственно, и монетизация упала, и поэтому это сейчас очень-очень важно. Так, давайте начнем с новинки от Amouage. Это аромат, который меня, кстати, он заинтересовал еще, когда я только увидела, что он выходит. Existence. Меня заинтересовала пирамида, потому что здесь альдегиды, ландыш и роза в верхних нотах. Я подумала, как интересно это может получиться, да? Это должно быть как аромат чистоты. И правда, это именно так стартует. Прям такой, ну я бы не сказала, что стиральный порошок, но прям аромат чистоты. Очень приятные здесь альдегиды. Потом тут идет элибанум, мистикаль и лабданум. Эта нота мистикаль, она очень странная. Такая современная молекула, которая придает аромату немножечко такой урбанистичности, какой-то уводит его от натуральности. И это с точки зрения творения, да, с точки зрения, если как художественное произведение, это очень интересно. Сначала у нас идут вот такие вот классические альдегиды с ландышами и розой, и потом такая урбанистическая нота. И в базе белый мускус, бензейн, серая амбра. Ну, по итогу аромат, конечно, очень шлейфовый, стойкий за счет такой базы, да, серая амбра. И база вроде бы даже какая-то теплая, но старт у него холодный. Я не знаю, вот это тот аромат, который обязательно надо не один раз потестить, а прям взять какой-то сэмпл или от Левант и поносить его на себе. Вот понять, как он открывается в жизни, не будет ли он как-то раздражать, да, с разным настроением. Мне не захотелось флакон, я не влюбилась в этот аромат, но мне прям стало интересно. Мне стало интересно, и если я найду где-то от Левант, я обязательно этот аромат поношу, расскажу вам. Но вслепую тоже бы никому никогда не рекомендовала этот аромат заказывать. Ну, немножко есть в этом какая-то странность, да. Это как произведение интересно, увлекательно, но как что-то применимое к жизни, это немного сомнительно. Так, давайте дальше. Еще одна новинка вот моего любимого бренда Jeroboam. Так, микрофон, вернись. Называется Kun Amo. Сейчас я вам расскажу пирамиду. Здесь груша в верхних нотах, потом идет, значит, амброксан и мальтол, потом мускус, мальтол и древесные ноты. Тоже такая, знаете, рифма. Мальтол, мальтол в средних базовых. И, честно говоря, мне вообще не понравилось. Мне даже не захотелось это вот как-то поносить, взять в сэмпли. Сейчас скажу почему. Я практически тут не чувствовала грушу с самого начала. Я чувствовала какой-то вот, есть что-то такое свежее, но даже не очень понятно, какой-то это фрукт или цветок, то есть что-то такое живое в аромате есть, потому что потом вот эти вот всякие амброксаны и мальтолы, это звучит с отсылкой мне показалось, частично к Ганимеду, частично к Бакаре Руж 540. Я его нанесла на кожу еще. Но когда вот он на коже полностью открылся, этот аромат,
это все-таки Baccarat Rouge 540 на минималках. Вот вообще вот сейчас, особенно на блотере, вообще осталось Baccarat Rouge 540. Да. Я не понимаю, в 2025 году, когда уже Baccarat отгремела, когда уже все ее вот эти вот пародии, копии отгремели, зачем это делать? Мне абсолютно не понравилось. Это какой-то такой сладкий получился, абстрактный сладкий амброксан. Амброксан я очень хорошо чувствую. Я его просто... У меня был Note Parfum, и, соответственно, да, там один амброксан, и я его теперь везде ощущаю. И вот здесь он тоже в большом количестве, еще подслащенный мальтолом. Ну, в общем, можно сказать, что экономия денег, да, потому что этот Jeroboam мне не захотелось. Ну, я уже пирамиду видела, мне уже казалось, что, наверное, это не ко мне. Так, теперь вам расскажу про бренд, который я очень давно хотела попробовать. И где-то даже чуть-чуть тестила, но сейчас прям и на себя, в общем, очень хорошо так его распробовала. И мне сначала понравился аромат, который называется Drunk Maple. Здесь у нас ром давана, розовый перец. Потом в средних нотах сироп, клен, кофе, замша. И в базе ваниль, бензоин, орканокс и сандал. Орканокс, кстати, мне нравится. Он придает такой мягкости, немножко кремовой сливочности аромату. И когда я его... Вот первый пшик, это очень громко и резко как-то вообще выбивает просто почву из-под ног. Но когда он немножечко так, вот буквально 30 секунд, он становится спокойнее и прям пахнет какими-то чуть-чуть подгорелыми блинчиками с кленовым сиропом. Почему тут сироп и клен отдельно, я не знаю. С кленовым сиропом, да, там горчинка кофе. Вот замшу как таковую я не слышу. И я нанесла этот аромат даже на себя. И даже сначала мне было очень приятно, да, вот когда я чувствовала, что это такое больше гурманское, но с горчинкой. Но потом куда-то ушла вся гурманика, вся мягкость. Почему-то органокс тоже куда-то испарился, который придает кремовости. И громче всего на мне звучала нота, напоминающая какой-то сургуч. Знаете, вот этот, который печать так ставят вот в этот момент, когда его прижигают, вот этот запах. Я давно его не чувствовала, но вот у меня почему-то ассоциация с ним родилась. Ну, то есть такая какая-то горькая, немного синтетическое что-то такое в ней есть, подгорелое. И она осталась на мне громче всего остального. И мне уже шла, и мне уже было плохо. Он еще так громко шлейфит. Мне уже было плохо от этого аромата. Но я никуда не могла от него деться, и мне пришлось в нем так и ходить. Ну, в общем, он мне разонравился. Потом я попробовала у этого бренда Drunk Lovers. Drunk Lovers. Мне, вот я жалею, что я его на себя не нанесла. Но он, когда вот только я его на блотер нанесла, мне он просто показался каким-то очень таким, как будто что-то где-то я уже такое чувствовала, встречала. Что тут, кстати, фрагрантик? У меня тут фрагрантика есть. Что фрагрантик на этот счет говорит? Нет, фрагрантика мне ни о чем не говорит. То есть тут нет ничего такого, что я скажу, да, вот это. Я не знаю, что-то просто мне напомнило. Причем он такой довольно деликатный, немножечко даже тихий, можно сказать. Но он очень стойкий. И вот он скорее такой повседневный, приятный аромат. Хоть он таким провокационным названием, да, с такой огромной пирамидой. Я даже не буду ее зачитывать. Я сейчас буду, потому что минут 20 вам пирамиду зачитывать. И я ничего, я не могу сказать, что я что-то из этой пирамиды вот прям очень явно чувствую. Аромат очень сбалансированный.
Он скорее древесный, немножечко есть в нем такой холодной, даже не корицы, а какой-то немножечко такой пряности есть. Тут есть кардамон и шалфей, и вот они могут такой даже холодок давать. Полицейские куда-то поехали. Такой даже холодок давать, еще имбирь здесь. Вот они могут такой давать ощущение. Красные ягоды. Да, но все здесь оттенками, вот все оттенками. Коньяк, кстати, да, так как Drunk Lovers, я вот так ярко здесь его не ощущаю. Не знаю почему. По идее, раз такое название, он должен быть ярче, но вот. Короче, у меня появилось желание поносить этот аромат на себе. И еще потестила Хауто от Жерабом. Хочется сказать ауто, как в испанском не читается первая буква. Когда только этот аромат стартует, у него есть такая горчинка. Причем я не понимаю, что это, потому что здесь вначале вроде бергамот и ананас. Не понимаю, у меня даже какая-то отсылка как будто бы к ретро-аромату. Какая-то в нем есть такая альдегидная мыльность. Почему здесь эти ноты? У меня ощущение, что Жерабом иногда ноты вообще просто так рисует. Потом тут тубероза, роза и пряности, и белый мускус в базе. Говорят, аромат похож очень на наркотик Венус от, Насамата. Хотела сказать опять Жерабом. Но он становится похож только к базе. Если у вас горячая кожа, если жара на улице, то это, конечно, быстрее открывается до базы, и быстрее можно почувствовать это сходство. Но я его тестила под кондиционером и долго чувствовала вот эту вот немного альдегидно-мыльную ретро-старт его. Потом, когда он уже открылся, я почувствовала что-то от Насамата наркотик Венус. Точнее, не что-то, а прям очень-очень похожая база, но все равно сохраняется вот эта верхняя нота. То ли мыльность, то ли свежесть, то ли какая-то горечь. Почему тут бергамот и ананас? Что вы имели в виду? Я не знаю. В общем, у меня есть наркотик Венус. И я хотела заказать как-то этот аромат вслепую, и меня остановило, что многие пишут, что они похожи. Но сейчас вот я хочу сказать, что если бы все-таки он у меня оказался, я бы ни капельки не пожалела, потому что он более носибельный. Наркотик Венус – это просто ты вот наносишь пшик, и все, ты вот только на улицу должна выйти и там гулять. Ты вот можешь задушить людей, если ты в этом аромате пойдешь, не знаю, в театр, в кино. Только если туда, где точно уверена, что ты никого им не будешь раздражать, можно в нем идти. В принципе, это абсолютно не политкорректный, не деликатный аромат. А вот Хауто, напишите, если знаете, как там правильно, это можно носить практически где угодно. У Жерабом экстракты, и они отличаются тем, что если не переборщить с дозировкой, то они имеют такой средний шлейф, и вот они так себя ведут. Ты сидишь, и аромат с тобой вместе. Ты начинаешь как-то двигаться, и вот создавать шлейф, вот этот вот такой ветерок вокруг себя, и аромат начинает шлейфить. И это очень хорошо с точки зрения того, что он более универсальный, и носить можно куда угодно. Пошла я еще один раз, подошла к очередной гайденс от Amouage, потому что все о нем говорят. Многие говорят, что это чуть ли там не лучший аромат вообще у Amouage или вообще всех времен и народов. Тут соглашусь, что есть вот эта вот приятная такая сливочная, немножечко ореховая, какая-то даже пломбирная такая часть, этого произведения. Но я все равно слышу вот это какую-то вот минеральность.
Вот это вот что-то такое неестественное, что-то такое вот, ну, меня вот это вот очень так придавливает как-то. Мне прям неприятно это ощущать на себе. Мне прям, ну, какое-то тяжелое вот ощущение от этого аромата из-за этой ноты. Я понимаю, что если ее убрать, она даже немножечко, что-то в ней немножко рассольное есть. Я понимаю, что если эту ноту вообще убрать, то мы получим, ну, такой даже ближе к люксовому, приятный такой сливочно-гурманский аромат. Что вся фишка в этой ноте. Но мне не нравится. Я не люблю, я не знаю. Вот как будто должна, да, ее любить. Ну, вот так вот. Eau de moi Infiniment. И для меня просто вот сразу, я когда тестила, со мной был консультант, мы с ним обсуждали, и после того, как я сказала, что как мне нравится How To от Ширабо, он мне говорит, вот, сначала он мне принес Насамата, наркотик Венус. Так забавно, я просто стояла, вообще не видела его, он брызнул, протянул мне блотер, и я, главное, его подношу и думаю, это же мой аромат. Вот, и потом он мне пошел и еще вот этот вот брызнул. Здесь тубероза, мох и шипровые ноты. Ну, если честно, для меня прям сразу же это такой очень классический аромат. Прям вот аромат старой школы, но в самом лучшем смысле. В принципе, мне понравилось. Я не слышу тут какой-то такой одичавшей туберозы, да, чтобы она как-то там кричала. Нет, она какая-то такая, даже где-то мягкая такая белоцветочность просто. Я даже бы, если бы не знала, что здесь тубероза, могла бы и подумать, что это не она, а что-то другое. Вот его, кстати, тут сравнивают с пантерой, потом тубероза и это какой-то вообще Rouge Perfume, я не знаю, такой бренд. С Нарциссо Родригес сравнивают с белым кубиком, который снят с производства. Да, это же именно вот тот, который снятый. Да. Я его, к сожалению, не застала. Его уже сняли, когда я увлеклась парфюмерией, и его уже вообще нигде было не найти. Тут, кстати, у него в пирамиде гардения и белая роза. Вот я бы больше даже поверила, что здесь тоже гардения и белая роза. Я не чувствую здесь такую прям то, что привыкли ощущать от туберозы. Ну, короче, в целом приятный аромат. Захотелось познакомиться с другими ароматами бренда. Но он не дешевый. Но он быстро очень слетел. Вообще просто на мне держался он, ну, наверное, максимум 2 часа, если не меньше. Ну, была еще жара, окей. Может быть, если было бы прохладнее, то он бы подольше подержался. Но я такое не люблю. Вот, кстати, я не очень люблю ароматы, которые громкие, которые вот прям целую комнату заполняют, потому что их, да, надо и постараться, чтобы найти, когда и куда их носить. Но и те, которые прям вот быстро слетают, я тоже не люблю. Я люблю, чтобы он хоть и уже близко к коже, но прям чтобы он был, он ощущался. Особенно, когда ты его купил за много денег. Этот бренд, он новый, что я не знаю, какого года вообще, когда он? Давайте посмотрим. 24 год. Я просто Коти, есть же еще другой Коти, видимо, это какой-то новый Коти. Ой, друзья, так я не выспалась. У меня сегодня был последний день учебы. Чему я рада. Я, честно вам скажу, я устала. Я прям так устала за этот месяц. Очень хочу уже домой. Хочу на море. Хорошо у меня совпадают, да, я хочу домой, на море, это одно и то же. Ну, давайте на сайт зайдем, думаю, может, мне какой-то магазин выдаст. 230 евро. 230 евро за аромат, да, интересненький, но который продержался на мне максимум 2 часа. Ну нет, я такое не хочу.
Мне так не нравится. Я захотела познакомиться с другими ароматами этого бренда. Мне интересно. Вот. Но конкретно вот этот вот Eau de Moi, нет, я не хочу его покупать за 230 евро. От Леванти, кстати, если был бы, я бы поносила. Вот. Но покупать целый флакон я бы не стала. Вот, друзья, такое вот у нас сегодня получилось видео. Рассказала вам все, что видела, все, что почувствовала, унюхала, услышала, все вам рассказала. Пишите про свои парфюмерные открытия последнего времени, что вам понравилось, что вас так впечатлило в негативном смысле, не понравилось. Вы подумали, что это, зачем вы это сделали, залили во флакон, обманули меня и дали мне попробовать. Я не хочу. Вот, все, очень была рада провести с вами время. Жду вас в комментариях. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Victoria Day Life и подписаться на этот канал, поставить палец вверх, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И что еще? Подписаться на канал. Это важно, подписаться на канал. И жду вас в комментариях. Все, всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.